Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня мы будем делать вино из винограда Ликия. Это очень стойкий сорт к различным болезням и инфекциям. У нас уже начало октября, он хорошо выспел, его начали есть пчелы и осы, и можно приступать к работе. Для начала необходимо обобрать виноград от веточек и отобрать все гнилые и прелые ягоды. Он отрывается очень легко, и поэтому больших проблем с ним не будет. Единственный минус, что этот сорт винограда раздражает руки, поэтому желательно работать в перчатках. Вот виноград перебран, отобраны гнилые ягоды, и можно его измельчать. Для начала необходимо пересыпать виноград в высокую нержавеющую емкость. Вот виноград засыпан, не будет разбрызгиваться сок. Приступим к его измельчению. Виноград сейчас очень сочный и легко размалывается. Теперь необходимо накрыть емкость крышкой или марлей, для того, чтобы не было мошки. Теперь необходимо поставить его в теплое место. Брожение будет длиться от 1 до 3 недель, в зависимости от температуры воздуха. Во время брожения необходимо несколько раз в день перемешивать шапку, которая образуется на браге, для того, чтобы не было скисания. Вот прошло 7 дней, и сусло винограда перестало бродить. Необходимо его выжимать. Вот видно, что шапка уже почти не поднимается. Заметного выделения пузырьков углекислого газа нет. Значит, сусло перебродило. Для того, чтобы отделить сусло от мезги, понадобится специальный пресс. Но если у вас его нет, то можно обойтись обычной сеточкой для овощей. Можно использовать обычную марлю, но это дело вкуса. Берем сетчатый мешок, небольшую емкость и начинаем насыпать в него мезгу. Теперь поднимаем мешок с выжимками и переносим его в другую емкость. Сусло остается в первой емкости. Теперь нужно окончательно очистить сусло от остатков мезги. Для этого используем обычную сеточку или друшлаг для промывки макаронов. Опускаем его в ведро и начинаем наливать в него сусло. Если сеточка забилась, берем ложку и круговыми движениями разгоняем твердые остатки из сетки. После этого в сеточке остаются все косточки и кусочки кожицы винограда, которые необходимо удалить. Во второй емкости уже сусло отделилось от мезги. Опять мешочек вынимаем в первую емкость. И необходимо хорошо выжать из мезги сусло с помощью небольшого пресса. В качестве пресса я использую такую крышку или же крышку из-под кастрюли. Слегка заматываем мешочек потуже, ложим его сверху и всем телом нажимаем на мешок. Видно, что выделяется сусло, которое необходимо сливать. Вот сусло выжато, и можно убирать жмых в другую емкость. Видно, что он сухой,
и в нем почти не осталось влаги. Я его еще буду использовать для производства виноградного самогона. Если вы хотите сделать много вина, то можно сделать второе вино из этого жмыха. Для этого необходимо взять такое количество воды, как мы взяли сока из этого жмыха. Затем в эту теплую отстоянную воду добавить сахар из расчета 200 грамм сахара на 1 литр воды. И хорошо перемешиваем до полного растворения. И заливаем эту сладкую воду обратно в жмых. Хорошо перемешиваем и ставим в теплое место для брожения. Накрываем крышкой для того, чтобы не было доступа воздуха. На следующем этапе, если вам хочется получить полусладкое вино, необходимо добавить сахар. Из расчета примерно 100 грамм сахара на 1 литр вина. Если вам хочется получить сухое вино, то ничего добавлять не нужно. Добавляем килограмм сахара и хорошо размешиваем. После полного растворения сахара в вине его необходимо поместить в герметичный стеклянный бутыль. Я использую 20-литровые стеклянные емкости, но это зависит от каждого винодела. Для того, чтобы меньше вина пролилось, я буду использовать резиновый шланг диаметр 1 см и длиной 1,5 метра. Создаем разрежение в шланге с помощью груши или рта. Вот вино потекло в бутыль. При этом происходит аэрация вина и поступление кислорода воздуха в вино, что способствует нормальному росту бактерий после надевания гидрозатвора. Наливать вино в бутыль необходимо не под самый верх, а примерно на уровень его сужения. Этого уровня вполне хватит, потому что если будет больше вина, появится пена при брожении, и вино будет выходить из бутыля, гидрозатвор. Теперь берем гидрозатвор или обычную медицинскую резиновую перчатку, небольшую резиночку, вырезанную из камеры или другой перчатки, и надеваем на горлышко бутыля. Для того, чтобы перчатка не слетела, необходимо взять большую иголку и проколоть в одном из пальцев перчатки небольшую дырочку. Теперь вино необходимо поставить для брожения в теплое помещение с температурой примерно 18-22 градуса Цельсия. Вот наше вино уже бурлит, хорошо играет. Видно, что перчатки вздутые. На каждом бутыле я делаю надпись, которую помечаю, где и когда был сорван виноград. Это потом уже легче будет определиться с его сортом, классом и цветом. Здесь видно, что есть батарея, которая дает дополнительную температуру для брожения вина. Как видно, в помещении температура воздуха плюс 18,5 градусов. Это вполне приемлемая температура для нормального брожения винных дрожжей. Поэтому я думаю, что вино получится. Ну, посмотрим, что получится в конце, потому что я еще буду его переливать. И в дальнейшем расскажу о своих впечатлениях о вине, которое получилось. Вот прошло 10 дней брожения вина, и перчатка сдулась. Посмотрим, что с ним произошло. Видно, что появился слой осадка. Он слегка расслоен. И здесь из него поднимаются бульбочки. Это значит, что осадок начал закисать. Это отмершие дрожжи, и необходимо срочно их убрать. Для перелива вина можно использовать любую посуду, кроме алюминиевой и оцинкованной. Я использую трубочку резиновую длиной 1,5 метра. Она наиболее удобная, диаметр 1 сантиметр. Вот вино пошло. Это хорошая аэрация, при этом сюда поступает кислород, который необходим
для жизни оставшихся дрожжей. В конечном итоге над осадком остался небольшой слой вина. Его можно не выливать, а еще налить в меньшую емкость, например, 3-литровый бутыль. И при этом определенное количество вина еще появится сверху, а осадок будет на дне. После этого необходимо попробовать вино на вкус. И если будет мало сахара, то добавить 50 грамм на 1 литр вина. Немного кисловато, буду добавлять сахар. Я добавляю полкилограмма сахара на 10 литров вина. И хорошо перемешиваем. После добавления сахара вино стало полусладкое. Я использую 20-литровые бутыля, потому что они наиболее удобные. Теперь брожение будет тихое, поэтому наливать необходимо под самое горлышко, чтобы не было закисания. И снова накрываем бутыль гидрозатвором или перчаткой, чтобы не было доступа кислорода воздуха к вину. Вот прошло 10 дней, и перчатка снова сдулась. Значит, необходимо переливать вино с осадка. Вино стало намного прозрачнее. Осадок внизу уже в небольшом количестве. Но если мы его оставим, то вино потянет запах с осадка и испортится в качестве. Прозрачность вина уже намного лучше. Идут маленькие пузырьки. Значит, брожение еще не закончилось. Вот такое вино. Видно, что уже хорошая прозрачность, но еще не полностью осветлилось. Вино необходимо наливать строго под крышечку. Если у вас немножечко не хватает, то необходимо долить с другого бутыля, для того, чтобы здесь не было воздуха и вино не скисало. Теперь накрываем его снова гидрозатвором и ставим в теплое место еще на 10 дней для дображивания и отстаивания.